Сегодня для подавляющего большинства людей на планете добыча пропитания сводится к походу в ближайший супермаркет. А для наших первобытных предков каждый день был наполнен борьбой за выживание и поиск чего-нибудь съедобного. Но взяв в руки простые камни и палки, люди каменного века ступили на путь охотников. Со временем это сделало людей главными хищниками на планете. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о том, как жили древние охотники и собиратели, какие технологии применяли для совершенствования этих процессов. А также вы узнаете, как менялось человеческое общество благодаря развитию технологий охоты, и какие черты первобытных охотников до сих пор сохранились в нашей природе. Для выживания нашим далеким предкам в каменном веке приходилось удовлетворять в основном базовые потребности. И основной из них, как во многом и сейчас, является наличие пищи. Еще из школьной программы мы все знаем, что на заре человечества еда добывалась при помощи собирательства и охоты. Поиск пропитания и постоянное движение. На первых этапах развития человеческого общества наши предки в вопросе добычи пропитания не очень далеко ушли от животных. В качестве пищи они употребляли плоды деревьев, ягоды, коренья, птичьи яйца, улиток. Охота тогда находилась на самом примитивном уровне. Первые люди, вероятно, могли пытаться сбивать камнями и палками птиц или пробовали догнать мелких животных. Может быть, у них получалось отогнать от добычи небольших хищников, или даже они питались падалью. Для того, чтобы не умереть от голода, людям необходимо было постоянно перемещаться. Оставаясь на одном месте, группа гоминид рисковала не только стать добычей хищников, но и попросту уничтожить все съедобное в области досягаемости. Навыки охоты у людей тогда находились в зачаточном состоянии. Но благодаря своей сообразительности, а главное коллективному взаимодействию, они могли рассчитывать на успех в охоте на достаточно крупную добычу, вроде антилоп, лошадей или даже бизонов. Приручение огня – важнейший двигатель эволюции. Серьезным толчком в прогрессе технологий стало приручение огня. А поскольку люди сначала не умели разводить огонь самостоятельно, им приходилось прилагать немало усилий для его поддержания. Костер в центре стойбища был источником тепла и безопасности, а обжаренное на нем мясо, а также плоды и коренья были более вкусными и лучше усваивались. Теперь для поддержания жизнеспособности человеку требовался гораздо меньший объем пищи. Тогда люди жили небольшими группами, состоящими, как правило, из кровных родственников. И ученые предполагают, что наличие общего костра стало одной из причин развития у наших предков речи. Совместное принятие пищи сопровождалось общением между всеми членами семейной группы, а впоследствии рода. Людям было необходимо передавать свой опыт соплеменникам, обучать молодежь, да и просто обмениваться различной информацией. С помощью огня стало возможным не только получать более калорийную термообработанную пищу, но и усовершенствовать инструменты или оружие. Заостренная палка с обожженным для прочности концом стала использоваться в качестве копья. Охота стала приносить больше пользы и при этом занимать меньше времени.
Следствием этих нововведений стало изменение структуры человеческого общества. Наличие большого количества пищи спровоцировало увеличение численности этих групп. Теперь жить стало удобнее не отдельными семьями, а целыми родами. Вместе стало проще не только охотиться. Люди смогли более эффективно защищаться от внешних опасностей в виде хищных зверей и других людей. В коллективе можно было заботиться обо всех детях и вести домашнее хозяйство. Параллельно шел процесс расселения людей по миру. Наши предки вслед за более ранними формами людей покинули Африку и перебрались на Ближний Восток. После отступления ледника кроманьонцы стали расселяться по Европе, постепенно вытесняя с пригодных для жизни территорий своих двоюродных братьев – неандертальцев. Новые технологии охоты. На смену заточенным палкам пришли копья с каменным наконечником, а затем и луки. С этого времени человек уже точно стал самым главным хищником на планете. Объединяясь для загонной охоты, представители нескольких родов могли с успехом охотиться на крупных копытных, включая мамонтов и шерстистых носорогов. Во многих местах сохранились следы проведения таких загонных охот. Людям требовалось вынудить животных бежать в западню в виде высокого обрыва или болота. Затем беззащитные жертвы добивались при помощи камней или копий. Первобытные люди тратили время и прилагали огромные усилия для постройки каменных изгородей, не позволявших добыче избежать западни. В таких ловушках животные гибли целыми стадами. Учитывая, что в то время люди не умели заготавливать мясо впрок, большая часть мяса просто сгнивала на дне пропастей или болот. Полностью в дело могли пойти разве что шкуры и кости. Кроме того, наши предки научились изготавливать каменные инструменты, строить жилища из дерева и шкур животных или сооружали землянки. Также люди научились шить меховую одежду. Дополнительным вариантом добычи пропитания стала рыбная ловля. Для этого использовались примитивные костяные крючки и гарпуны. Эволюция общества охотников и собирателей. Первобытная родовая община состояла исключительно из родственников. В ней все жилища, имущество и запасы пищи были общими. Все члены этого сообщества подчинялись строгой иерархии, и неизбежно в дальнейшем, со временем, произошло расслоение людей на условные сословия. Но основные занятия, вроде охоты, собирательства и заботы о потомстве, выполнялись только сообща. Пока оно определялось возрастом, пользой для рода и, конечно, полом. Считается, что во главе рода стояли старейшины. Сложно сказать, был ли это один человек или некий совет наиболее пожилых и заслуженных членов рода. В их обязанности входило управление общиной, распределение ресурсов, а также сохранение и передача опыта поколений, преданий и обычаев племени. Основной функцией взрослых мужчин была, конечно, охота. Не были исключением и вооруженные конфликты между разными родами. И тогда мужчинам приходилось с оружием в руках отстаивать право своей общины на существование. Собирательство же стало исключительно женским занятием. Также до определенного возраста сбором съедобных плодов и кореньев занимались все дети общины. Женщины должны были следить за огнем, шить одежду и присматривать за детьми.
Искусство и религия. Еще одним важным отличием общества охотников и собирателей стало зарождение религии. Считается, что именно первобытные охотники решили, что каждый род произошел от определенного животного. Это могли быть как хищники, вроде волков, медведей или росомах, так и крупные копытные или даже птицы. Ученые предполагают, что некоторым первобытным охотникам запрещалось убивать свое тотемное животное. Но другие исследователи предполагают, что наши предки считали, что убив свое тотемное животное, они получали его силу и ловкость. Также в процессе развития общинно-родового строя зародилось первобытное искусство. Именно тогда появилась так называемая наскальная живопись. В Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Африке регулярно находят пещеры и гроты, украшенные очень реалистичными изображениями людей и животных, а также абстрактными картинками и геометрическими узорами. Они могли носить как религиозный, так и эстетический или прикладной смысл. Также есть предположение, что в обществе собирателей и охотников зародилось такое явление, как музыка. В целом, удовлетворив свои основные потребности, такие как пропитание и безопасность, люди смогли задуматься о вечном. Усложнение погребальных обрядов говорит о том, что человек каменного века уже пытался осмыслить свое место во Вселенной, задумывался о жизни и смерти. А еще наличие в могилах предметов быта, инструмента и оружия говорит об избытке этих вещей в хозяйстве. Что дал человеку переход к охоте? Во многом развитие первобытного общества обусловлено переходом от собирательства к активной охоте. Благодаря ей у человека появились шкуры для изготовления одежды и строительства жилищ. Из костей животных изготавливались более совершенные инструменты, оружие и даже украшения. Но главное, охота была источником основного блюда на столе первобытного человека. Конечно же, речь идет о мясе. А после того, как люди научились использовать для приготовления пищи огонь, они смогли получать из добытого мяса максимальное количество калорий с меньшими усилиями. Употребление термически обработанной белковой пищи способствовало уменьшению размеров челюстей и механизма жевательных мышц. Благодаря этому увеличился объем мозга. Это стало одним из основных принципов успеха людей на пути к званию хозяев всей планеты. Кроме того, стремление к усовершенствованию способов охоты провоцировало общее развитие технологий, общественных связей, способов коммуникации и многих других областей человеческой жизни. Для более успешной охоты на крупную добычу или стадных животных разрабатывались все новые стратегические решения. Люди научились быть более внимательными, терпеливыми и находчивыми. Также древние охотники научились ответственности за судьбу своего рода. Они стали лучше оценивать риски и более эффективно действовать в быстро меняющейся обстановке. С того времени охота прочно вошла в культуру и религию всех народов мира. Вокруг нее образовались первые ритуалы и обряды, традиции и нормы поведения. По всему земному шару с древних времен рассказываются мифы и легенды, связанные с охотой и охотниками. Это говорит о чрезвычайной важности данного явления для наших далеких предков.
охота стала не просто способом добычи, пропитания и выживания. Она до сих пор является символом мужества, силы, отваги и многих других положительных качеств. Поэтому можно смело утверждать, что если бы наши далекие предки не стали бы лучшими охотниками планеты, не было бы той цивилизации, которую мы знаем сейчас. Влияние первобытных охотников на жизнь современных людей. Конечно, со временем, где-то раньше, а где-то позже, на смену собирательству и охоте пришли земледелие и скотоводство. Этот переход стал новой вехой в развитии человеческой цивилизации, позволил перейти от кочевого к оседлому образу жизни, избавил многие племена от постоянной угрозы голода. Об этом этапе развития нашего общества мы поговорим в других выпусках. Но все-таки стоит отметить, что и по сей день охота остается неотъемлемой частью нашей культуры и истории. Навыки, заложенные в нас еще в каменном веке, позволяют и сейчас противостоять опасностям современного мира и выживать в быстро меняющейся обстановке. В завершении выпуска мы, по традиции, выражаем благодарность зрителям, которые досматривают все наши ролики до самого конца. Если вы хотите ближе познакомиться с жизнью разных доисторических видов людей или больше знать о развитии человеческого общества, советуем обратить внимание на другие выпуски канала «Эпоха динозавров». Также в них рассказывается о зарождении жизни и эволюции разных видов вымерших и современных животных.